Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую красивую куклу. Вот как она смотрится. У нее вот интересное платьице в виде лепесточков, цветочка. Вот так. По сантиметрам эта игрушка небольшая. Вот если замеряем от гульки и до ножек 14 сантиметров. У этой куколки вывязываем ножки, вяжем туловище, вывязываем ручки, эти ручки вывязываются, вяжем голову. Отдельно привязываем вот такую юбочку, вывязываем паричок с гулькой, и это пришивная деталь. Оформляем куклу, и вот такая получается красивая небольшая куколка. По расходу пряжи тоже небольшой, так как вы видите, что игрушка маленькая. И давайте вместе с вами свяжем такую красоту. Для игрушки я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок беру 4 миллиметра. Начинаем вязать ножки. Я беру розовый цвет, цвет обуви. Сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Во втором ряду тоже провязываем 5 столбиков. Последний столбик во втором ряду провязываем цвета тела. Вот эти два хвостика связываем на 2 узелка. И далее продолжаем вязать по 5 столбиков с 3 по 6 ряд. Ножку не наполняем. Вот получилась такая ножка. По 5 столбиков, всего провязано 6 рядов. 1, 2, цвет обуви, 3, 4, 5, 6. У одной ножки нить отрезаем, у второй не отрезаем. Делаем одну воздушную петлю и присоединяемся вот к первой ножке. Провязываем 5 столбиков по ножке. Я одену маркер для того, чтобы был ориентир, где начало ряда. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Теперь воздушную петлю, так, чтобы не было дырочки, делаем накид вот на крючок из той петли, из которой вывязывали столбик, и вот воздушная петля и воздушную петлю. И теперь все 3 петельки провязали одновременно. Переходим на ножку и тоже воздушную петлю сделали такой накид на крючок. 3 петли провязываем вместе, это 1 столбик по ножке. 1, 2, 3, 4, 5. И осталась одна воздушная петля, в нее тоже провязываем столбик. В последнем столбике меняем цвет пряжи на цвет платья. Всего в 7 ряду получилось 12 столбиков. 8 ряд тоже провязываем 12 столбиков цветом платья. 8 ряд тоже провязываем 12 столбиков. Вяжем их до конца ряда без изменения. 9 ряд
12 столбиков, но провязываем их за заднюю стенку, так как за переднюю будем привязывать юбочку. Довязываем так до конца ряда. И еще 10 и 11 ряд провязали по 12 столбиков. Здесь я делала маркер за переднюю стенку, чтобы был ориентир, где будем привязывать юбочку. 12 ряд. В 12 ряду будем вывязывать ручки. Провязываем 1, 2, 3. У меня получается 4 столбика. Вы ориентируйтесь по своей плотности вязания. И здесь будет ручка. Меняю цвет пряжи на цвет вот тела. Набираю цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Набрали цепочку из 8 воздушных петель. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем полустолбик с накидом 1 и полустолбик с накидом в эту же воздушную петлю 2. И далее по цепочке вяжем соединительные столбики. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот получается такая ручка. И теперь сам столбик делаем вот такую соединительную петлю, и здесь уже захватываем основной цвет и провязываем основным цветом 1, 2, 3, 4, 5 и еще один столбик 6. Меняем цвет пряжи на цвет тела и вывязываем вторую ручку. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь тоже провязываем 2 полустолбика с накидом, но если хотите, можно эти две ручки вот соединить, сделать соединительную петлю, и будут так ручки впереди соединенные. Вот во вторую воздушную петлю 1 полустолбик с накидом и 2. Далее соединительные столбики 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь соединительный столбик в сам столбик, из которого все вывязывали, и меняем цвет пряжи на основной, на цвет одежды, и довязываем 2 столбика. Без изменения получилось 12 столбиков. Берем наполнитель и наполняем наполнителем. 13 ряд, 6 убавлений. Первая убавка. Здесь вот вторая убавка. Ручку убираем вниз.
третья убавка. Четвертая. Пятая. Ручку опускаем вниз. И последняя, шестая убавка. Здесь меняем цвет пряжи на цвет тела. А эту ниточку отрезаем. 14 ряд. Вяжем 6 прибавлений. И в конце ряда получится 12 столбиков. 15 ряд, 1 столбик, далее прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 18 столбиков. 16 ряд, 18 столбиков без накида. Довязываем до конца ряда. 17 ряд, 18 столбиков. Довязываем до конца ряда. 18 ряд, тоже провязываем 18 столбиков. Довязываем до конца ряда и в конце 18 ряда 18 столбиков. В 17 ряду я вставила глазки, они 9 миллиметров. И продолжаем вязать 19 ряд, 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 19 ряда 12 столбиков. Наполняем голову наполнителя и провязываем последний 20 ряд. Это 6 убавлений подряд. Довязываем до конца ряда. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Дошли до того места, с которого начинали, и затягиваем ниточку. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Вот мы спрятали дырочку, и получилась вот такая основа. Эту же ниточку, естественно, отрезаем. И теперь разворачиваем вот так нашу игрушку. Здесь у нас остались передние стенки, и за них будем вывязывать юбочку. Присоединяем пряжу. Набираем цепочку из воздушных петель. Первая у нас соединительная была, 2 и 3 получилось. Под эту же петельку провязываем столбик с накидом. Под эту же петельку второй столбик с накидом. Теперь пико, 3 воздушных петли и соединительная петля. Под этот же столбик провязываем еще один столбик с накидом. Вот что получается. 1, 2, 3 воздушных петли, соединительная петля в это же основание. Вот как бы получился такой лепесточек. За следующую петельку делаем соединительную петлю.
Вот она. И еще соединительная петля в следующую петельку. Таким образом мы одну петельку пропускаем и вывязываем такой же лепесточек. 3 воздушных петли, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 воздушных петли. Это будет пико. Вот соединительная петля. И еще 1 столбик с накидом. Всего сделали 3 столбика с накидом, 3 воздушных петли, соединительная петля в это же основание. Снимаю маркер. Теперь за эту петельку соединительная петля и следующая петелька соединительная петля и вывязываем лепесточек. Вот получается такая юбочка с такими как лепесточками. И давайте просчитаем, сколько получилось. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего 6 таких лепесточков. Вот я оформила вот так личико, вышила носик несколькими стежками, сделала вот такие реснички и вышила ротик. И теперь свяжем парик. Для этого я беру коричневую пряжу, делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду получилось 6 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Одеваем маркер. И вот так продолжаем вязать далее. Всего будет 6 прибавок. В конце второго ряда 12 столбиков. Третий ряд провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. Повторяем 6 раз. В конце третьего ряда 18 столбиков. По 18 столбиков провязываем 3 ряда. 4, 5 и 6 ряды. Вот получилась такая шапочка. Конечно же, вы ее примеряете, смотрите, как она подходит, не подходит. Вот так. Теперь делаем несколько вот соединительных рядов. Так вот, не рядов, а 2 соединительных столбика. И отрезаем так нить, чтобы было чем нам пришить парик к голове. Так. Вот так одели шапочку. Ну, как шапочку, парик, волосы. И теперь пришиваем. И ниточку подтягиваем вот за парик, за голову. И вот делаем такие стежки.
И вот так пришиваем по кругу. Теперь свяжем гульку, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков, во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. В конце второго ряда 12 столбиков. И в третий ряд тоже провязываем 12 столбиков, отрезаем нить, получается вот такая гулька. Берем нашу куклу, прикладываем эту гульку к голове и тоже пришиваем стежок вот за голову, теперь за столбики на гульке. И вот так по кругу пришиваем. Когда останется уже небольшая дырочка, берем наполнитель и наполняем наполнителем. И вот получается такая куколка. Я украсила вот такой ленточкой, завязала и приклеила цветочек. Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.